Когда рождаются дети, для них нормально плакать и вопить. Однако, с этой девочкой все было не так, ее случай отличался от других. То, что она делала с врачами во время родов, поразило весь мир. До рождения Изабеллы и ее родители, Диана и Рената де Роча, не планировали заводить ребенка. Таким образом, им потребовалось около 5 недель, прежде чем они обнаружили беременность. Вскоре после того, как Диана узнала, что беременна, ей сообщили, что у нее субхорионическая гематома, особый тип кровотечения, возникающий между амниотической оболочкой, окружающей ребенка, и стенкой матки. Услышав эту новость, будущая мать расстроилась, потому что ей сказали, что у нее может произойти выкидыш. Акушер посоветовал ей отдохнуть дома, поэтому ей пришлось взять перерыв в работе и вернуться домой примерно на 2 недели. К счастью для нее, у нее не было выкидыша, и беременность протекала относительно легко. Какое огромное облегчение для нее! Спустя несколько месяцев, 13 февраля, в одной из больниц Рио-де-Жанейро ей наконец-то сделали кесарево сечение. Будущая мать наняла местного профессионального фотографа по имени Родриго Кунцман, чтобы запечатлеть прекрасный момент рождения своего ребенка. Фотограф считает, что роды – это уникальный момент, который заслуживает того, чтобы его запечатлели, и он был рядом, чтобы сфотографировать Изабеллу во время родов. До этого момента Родриго даже не подозревал, насколько важным был этот момент. Он и представить себе не мог, что-то, что произойдет в родильном зале, навсегда изменит его жизнь. Но что же стало сюрпризом? Продолжайте смотреть, чтобы узнать. Так получилось, что Родриго удалось сделать интригующую фотографию Изабеллы, которая ошеломила его. На снимке видно, как маленькая девочка после рождения одаривает врачей знаковым взглядом, таким взглядом, которого вы не ожидаете от новорожденного. Это почти как если бы младенец передавал сообщение глазами. Вы можете в это поверить? Обычно она должна была плакать при рождении, так как это помогло бы врачам убедиться, что ее легкие работают нормально. Но у этого особенного ребенка не было ничего подобного, даже когда врачи пытались заставить ее плакать, она этого не делала. Она просто продолжала свирепо смотреть на них. Что ж, возможно, маленькая девочка была не слишком впечатлена тем, что ее держали на руках врачи. Фотограф, которого застало врасплох выражение лица маленькой девочки, сказал, что она широко раскрыла глаза и не заплакала. Она сделала угрюмое лицо, мать поцеловала ее, и только после того, как они перерезали пуповину, она начала плакать. Родриго опубликовал в сети фотографию веселой реакции Изабеллы, и, как вы можете себе представить, она стала вирусной. Она собрала более 4000 лайков и множество комментариев на Facebook. По словам фотографа, живущего в Рио-де-Жанейро, снимок новорожденной девочки изменил его жизнь и карьеру. Он считает себя счастливым человеком и чувствует себя победителем лотереи. Я бы чувствовала то же самое, если бы была на его месте. Веселая фотография Изабеллы мгновенно стала мемом. Когда я опубликовал это, я подумал, что это может стать мемом, но это всегда вопрос удачи, сказал Родриго. Мама девочки так и не узнала, что у ее дочери было недовольное лицо при рождении, потому что реакция была недолгой. Только когда фотограф показал ей фотографию, она увидела ее. «Я подумала, что это за выражение лица у нее было», — сказала Диана. По ее словам, снимок фотографа запечатлел решительный характер дочери. Она верила, что ее смелая малышка родилась уже готовым мемом, и я уверена, что мы все не можем нарадоваться этому мему. Диана рассказала, что ее дочь до сих пор практикует свои забавные выражения лица. Всякий раз, когда Изабелле нужно было сообщить, что она голодна или хочет сменить подгузники, она очаровательно морщила личико. Поистине, эта маленькая девочка знает, как выразить свои потребности. Многие задавались вопросом, почему эта красивая девочка так сурово смотрела на врачей при рождении. Я уверен, что когда Изабелла подрастет, она увидит это так же забавно, как и все остальные. В другом случае, когда младенцы совершали необычные поступки, этого мальчика застали за чем-то увлекательным сразу после рождения.
После нескольких месяцев беременности Энджел Тейлор, американская мама с 4 детьми, ожидала, что в середине марта у нее родится мальчик. Однако после 37 недель беременности все изменилось. После планового обследования было обнаружено, что у нее невероятно высокое кровяное давление, и врачи посоветовали ей родить ребенка на неделю раньше запланированного срока. Как и ожидалось, 33-летняя женщина была удивлена, поскольку не ожидала такой ситуации. «Я была в панике, потому что совсем не была готова», — сказала она. Вы можете только представить, что могло происходить в ее голове в тот момент. Однако она старалась сохранять спокойствие и убеждала себя, что все будет хорошо. Ее беременность протекала не так гладко, поскольку она страдала от некоторых заболеваний, которых никогда не было во время предыдущих беременностей. Однако, осознавая тот факт, что это будет ее последний ребенок, она была готова терпеть неудобства, связанные с вынашиванием ребенка. «Я хотела впитать в себя опыт беременности и родов, поскольку больше никогда этого не испытаю», — сказала Тейлор. 5 марта будущая мама из Вашингтона поступила в больницу. К счастью, к этому времени ее кровяное давление снизилось, растяжений не было, и врачи назначили ей небольшие дозы питоцина. Это было сделано для того, чтобы она могла родить ребенка без особых трудностей. Однако, несмотря на то, что врачи делали все возможное, чтобы роды прошли гладко, они также были обеспокоены. Американская мама уже рожала с помощью кесарево сечения, поэтому ее врач был особенно обеспокоен тем, что у нее может произойти разрыв матки, если роды будут вызваны принудительно. Тейлор рассказала, что врач старался не проявлять агрессивности при проведении родовспоможения. Это было потому, что он хотел, чтобы она и ребенок были в безопасности и у них не было никаких осложнений. Анжела провела в больнице несколько дней, и, когда ее ребенок не появился на свет естественным путем, ей было назначено экстренное кесарево сечение. Она не могла родить естественным путем из-за рубцовой ткани в нижней части матки, которая образовалась у нее во время предыдущих беременностей. По ее словам, врач сообщил ей, что ее матка не раскрывается, чтобы позволить ребенку выйти, потому что рубцовая ткань не расширяется. Наконец, после 4-дневных схваток, ровно в 11 часов 24 минуты у нее родился мальчик. Что было самым захватывающим в его рождении, так это то, что его запечатлели, когда он появился на свет. Как только врачи извлекли его из материнской утробы, маленький Салливан раскинул ручки, ножки и ослепительно улыбнулся. Можете ли вы представить себе этот прекрасный момент? Я предполагаю, что он, вероятно, праздновал свое появление на свет. Это идеальный способ заявить о себе. Перед его рождением родители беспокоились о том, как у него все сложится. Это было связано с тем, что он родился раньше срока и у него завязался узел на пуповине. Но когда он появился на свет, Салливан выбрал особый способ показать всем, что он здоров и в хорошей форме. По словам его мамы, ей показалось очень забавным, что ее малыш появился на свет таким, как он. Я подумала, что это просто забавно, потому что он был таким у меня в животе, он всегда потягивался. Мы говорили ему, у тебя было бы гораздо больше возможностей для растяжки, если бы ты просто вышел, и когда он вышел, именно это он и сделал. Я никогда не видел ничего подобного. Он заставил меня улыбаться и плакать одновременно из-за всех проблем, с которыми я сталкивалась во время беременности. Мой сын – настоящее благословение, и я не могу дождаться, когда покажу ему фотографию, когда он подрастет, сказала она. Кажется, что этот маленький мальчик тренировался прямо в утробе матери. К счастью, профессиональный фотограф из Вашингтона, Лора Шокли, была рядом, чтобы запечатлеть прекрасный момент, когда Салливан появился на свет. Она была совершенно поражена реакцией малыша, и ей пришлось просмотреть его много раз, прежде чем она загрузила его для себя. Сделать снимок, на котором он потягивается и улыбается, было чем-то особенным. Проведя еще пару дней в больнице, новорожденный наконец-то был дома со своими родителями. Его родители были очень рады, что он вернулся домой к остальным детям.
По словам его мамы, он был очень нежным и милым и редко плакал. Анджела рассказала, что ее старшим детям нравилось находиться рядом с Салливаном, и он прекрасно вписался в их семью. Что вы думаете о реакции этих малышей после рождения? Мне не терпится прочитать их в комментариях.